Однажды в Италии, в небольшом городке Васта, что в регионе Абруццо, на перекрестке переключился светофор. Обычный городок, уютный и прекрасный, как большинство в этой стране. Один из тех, где днем пахнет морем, а вечером соснами, и где все кажется неторопливым и привычным. Как сама жизнь на юге Италии, вино подают с обедом, двери домов не запирают, а соседи знают друг о друге все и еще немножко. Обычный день, обычные улицы, утром наполненные запахом горячих круассанов, которые здесь называют бриоши или корнетти, рогалики, свежего хлеба и кофе, но уже к полудню остывающие от утренней спешки. Время здесь измеряется не по часам, а по делам. Вот пробежала в школу малышня с родителями, а вот они уже неспешно прошли обратно. Вот отправились по домам служащие, кто на машине, кто на мотоцикле, а кто и пешком. А вечером веселье. Кто-то рад наконец вернуться домой, кто-то вышелся на те же нагретые за день солнцем улицы, чтобы переброситься парой шуток и парой коктейлей с друзьями на ближайшем перекрестке. И вот в один из таких дней, на одном из таких перекрестков, зеленый свет светофора сменился красным. И три судьбы навсегда остановились. Остановились больно, страшно и не вовремя. Это история не о справедливости, не о том, кто прав, а кто виноват. Это рассказ о том, как в один короткий миг, под щелчок переключившегося светофора, заканчивается старая жизнь и начинается новая, которую никто не выбирал. Инциденты – несчастный случай. То, что происходит без предупреждения, событие, которое врывается в нашу жизнь и переворачивает ее, не спрашивая нашего разрешения и даже мнения. Само слово «инцидент» происходит от латинского «incidentum» и означает «наступать внезапно». Именно это и есть несчастный случай, мгновение, которое прерывает все, что было, заставляя рухнуть уверенность, мечты и ожидания. Именно это произошло с Роберто Смарджаси в тот злополучный день на том злополучном перекрестке и запустило цепочку других, уже не случайных, но страшных событий. Однажды в Италии. Это случилось поздним вечером 1 июля 2016 года, когда 34-летняя Роберта выехала на перекресток на своем скутере. Роберта – молодая женщина с теплой улыбкой и внутренней силой, очень похожая на свою землю и на любую из выросших на ней женщин. Для счастья здесь нужно немного – дом, семья, жареная баранина с куском свежего хлеба и бокалом красного вина на ужин. Любимая поговорка «Абbiamo poco, ma siamo ricchi» – у нас мало что есть, но мы богаты. Лучшая карьера в небольшом родительском бизнесе, на ферме, в мастерской или, к примеру, в пекарне. Роберта счастливица, и дом, и муж. Поженились совсем недавно, всего несколько месяцев назад, но очень любят друг друга. Новоявленная невестка работает в пекарне у свекров. В тот вечер она, как обычно, замесила на ночь завтрашний хлеб и торопится домой. Сегодня пятница, на завтра ей нужно приготовить небольшой фуршет для своих. Она собирается сообщить им радостную новость. Роберта беременна. Срок совсем небольшой, но она уверена, все будет хорошо. Женщина улыбается своим мыслям. Может, это из-за них она забыла надеть шлем или неправильно его застегнула. Она почти добралась. «Мама, я подъезжаю», — говорит она по телефону. Роберта мчит на своем мотороллере, теплый вечерний ветер раздувает ее волосы, светофор показывает зеленый. Инциденты страдали. Дорожное происшествие. В 23:40, проезжая перекресток, Роберто Смарджаси была сбита машиной, за рулем которой был Итало де Лиза. Он молод, ему всего 21 год, и так же, как и Роберто, он совершенно обычный парень, выросший в этих местах, где слова «провести детство на улице» не означают ничего плохого, а играющих детей пугает только одно, что мама позовет домой раньше, чем начнет темнеть. Велосипед, самокат, мяч – все, что у них есть. И большего им не надо. Ну, разве что еще бабушка, которой всегда можно забежать перекусить домашней пастой с томатным соусом. Так же, как и большинство детей в этих краях, Итало ходил в маленькую школу. Так же, как и в большинстве других таких школ, учителя были продолжением его семьи.
Звезд с неба, как и большинство его одноклассников, Итало не хватало. Да никто в сущности этих звезд и не требовал. Закончив среднюю школу, он получил чисто для галочки специальное образование в Институте техника, аналоги нашего ПТУ. По специальности эксперт в области сельского хозяйства. Работать устроился техником в металлодобывающую компанию. Мечтал стать пожарным, а пока мечты не сбылись, волонтерил в местной гражданской обороне, помогая там, где его помощь была нужна. Юность, которая по итальянским меркам у парня только-только началась, тоже обыкновенная. Вечерние прогулки по набережной, поездки к морю, которая совсем рядом, вечером после работы коктейль в баре с друзьями. Близкий Рим, чуть более далекий Милан, работа за границей – все это не привлекает Итало. За горизонт он не рвется, его вполне устраивает такая же перспектива, как у большинства его сверстников. Оставаться на родной земле, поближе к семье и корням, и прожить жизнь, как учили родители, следуя чувству долга, женившись один раз и навсегда, и оставаясь порядочным человеком, неважно в каком статусе. Так Итало и живет. Работает, по возможности помогает другим, проблем с законом нет. Постоянной девушки тоже пока нет, для Абруцци это серьезный шаг, а Итало не спешит. Да и куда ему спешить? 21 год, по местным меркам почти подросток, едва совершеннолетний. В тот злополучный вечер Итало был совершенно трезв. Никакого алкоголя, никаких веществ, влияющих на реакцию. Он не был любителем полихачить. Скорость, когда он подъехал к перекрестку, была всего лишь 20 км в час. Но он отвлекся. Куда-то засмотрелся, о чем-то задумался, может, просто невнимательность, может, роковое легкомыслие. Светофор переключился на красный, а Итало на своем Фиате Пунто не остановился и на перекрестке сбил Роберту. Удар был силен, шлем не спас. Девушку отшвырнуло на светофор, затем на асфальт. Фиат в результате столкновения тоже отбросил на грузовик, но Итало не пострадал. Парень сразу же выскочил из машины, кинулся на помощь Роберте, вызвал скорую, полицию, и те вмешались молниеносно. Медики попытались сделать все возможное, но отчаянная гонка в больницу наперегонки со смертью оказалась проиграна. Роберта умерла почти сразу после прибытия в отделение неотложной помощи. Полученные травмы были слишком серьезными. Спасти ее могло бы только чудо, счастливый случай. Но такового не произошло. Несчастный случай Il caso tragico. Трагическая и неожиданная встреча с судьбой, которая до того момента, казалось, была полна ослепительными перспективами, мечтами и планами. Но несчастный случай не смотрит ни на кого и ни на что. Одно мгновение меняет все, ломает, сбивает с ног и оставляет только боль. Вместо разбитой жизни, вместо исчезнувшего будущего, вместо такого близкого, казалось, уже не просто обещанного, гарантированного счастья, несчастный случай Il caso tragico. Он имеет силу останавливать время, и не только для тех, кто гибнет его жертвой, но и для тех, кто остается. И боль, молчаливая и постоянная, заменяет собой течение времени и начинает писать другую историю. Историю, состоящую из тоски, воспоминаний и повторяемых каждый день попыток почувствовать еще хоть раз безнадежно потерянное тепло и любовь. Так случилось со всеми родственниками Роберты, но особенно остро эту боль чувствовал Фабио, лишь несколько месяцев назад ставший ее мужем и едва узнавший о том, что скоро должен будет стать отцом. Фабио ди Лелло, такой же, как и большинство остальных уроженцев Абруццо, с такой же, будто написанной заранее, счастливой и спокойной судьбой. Пекарь, сын пекаря. Широкие плечи, руки в муке. Сердце теплое, как свежая булка. Привык поздно ложиться, чтобы замесить и поставить подходить тесто, и рано вставать, чтобы успеть испечь к завтраку свежий хлеб и теплые ароматные бриоши. В свободное время играет в футбол на хорошем любительском уровне, встречается со своей ненаглядной Робертой, ездит с ней на мотороллере к такому близкому и теплому морю. В сущности, он мало чем отличается от Итало, разве что на несколько лет опережает его на дороге, по которой не спеша шествуют все мужчины Абруццо. Фабио 34 года, он уже остепенился, женился на любви всей своей жизни, работает вместе с ней в одной из самых известных в Васто пекарни отца
которая со временем станет их с Робертой пекарней. В ближайшем времени появятся дети, они тоже, скорее всего, продолжат этот неспешный путь. Дорога проложена до конца, она светлая и ровная. Осталось ее пройти. Но несчастный случай. Похороны Роберто состоялись в воскресенье 3 июля в церкви Санта-Мария-дель-Инкароната в Васто. По прибытии траурной процессии в церковь, оркестр, в котором играли отец девушки Николина и брат Симона, поприветствовал ее русской шуткой, произведением, выбранным ее семьей. Песня «Рим-Бангок», одна из любимых композиций Роберты, сопровождала ее, пока гроб несли на плечах внутрь церкви, которая не смогла вместить всех, кто хотел присутствовать. Это была та самая церковная община, где Роберту крестили, где она приняла первое причастие, куда каждое воскресенье ходила на мессу, и где 3 октября 2015 года обвенчалась со своим Фабио. И вот, всего через 9 месяцев, они все снова собрались на ее похоронах. Несчастный случай. Священник обратился к семье, измученной болью. То, как пришла смерть Роберты, является частью тех событий, которые трудно понять. Можно умереть в 34 года, когда никто об этом не думает. Эта авария потрясла жизни членов семьи Роберты, потрясла всех. Сегодня мы хотим помнить, что смерть Роберты учит нас ценить дар жизни, как ценила этот дар она. При выносе гроба в небо взлетели белые и желтые шарики под звуки рок-композиции «Ангелы Ласка-Росси». А затем, как это принято в Италии, Роберту провожали долгие взволнованные аплодисменты. Это была красивая и трогательная церемония, но, увы, семья не могла отпустить свою боль вместе с воздушными шариками. Она требовала выхода и утешения. А утешения не было. В ходе расследования карабинеры проанализировали записи видеонаблюдения как минимум с 3 камер, которые снимали тот перекресток. Они установили, что Итало де Лиза не был пьян и не находился под воздействием наркотических веществ. Он не опасен и нет риска, что он сбежит, а значит, нет достаточных оснований для его ареста и помещения в тюрьму до вынесения судебного приговора. Несчастный случай. Наказание за него не может быть таким же строгим, как за преднамеренное убийство. И тогда на место скорби в семью Роберто пришел гнев. Так бывает. Психологи говорят, что переживание гнева – обязательная фаза проживания горя. И пока он не прожит и не изжит, переполненная ядовитым гневом рана никогда не сможет затянуться. Так что гнев родителей и близких Роберто понятен и вполне оправдан. А учитывая, что жители города – это одна большая семья, ясно, что и они тоже разгневаны. Им кажется, что Итало де Лиза наказан недостаточно. Кажется, что если эту ошибку исправить, кому-то станет легче. 15 июля по городу, несмотря на проливной дождь, прошло факельное шествие. С криком «Справедливость для Роберты» его открыл Фабио. Это было трогательно. Родственники, друзья и просто люди, которые не хотели забывать Роберту, держали свечи, шли рука об руку, плакали. А потом тоже стали кричать «Справедливость для Роберты». И эту справедливость они видели в суровом наказании для Итало де Лиза. Тогда же был создан сайт для требования все той же справедливости для Роберты, и кампания ненависти против невольно ставшего виновником ее гибели парня начала набирать обороты. С ней пытались бороться. Комментарии в социальных сетях категорически осудил главный прокурор Джампьеро Ди Флорио. Тщетно. Тем и плох несчастный случай, что он не дает возможности объявить свой гнев против его несправедливости праведным и направить этот гнев против конкретного виновника. А может, это вовсе и неплохо, может, наоборот, повод свой гнев смирить. Но в данном случае конкретный виновник есть, и ослепшие от боли и страха перед невозможностью защититься от случайности, люди уже не хотят разбираться, в чем конкретно он виноват. Они хотят излить на него свою ярость за все. Отомстить за то, что случилось, не разбираясь, в какой части случившегося он действительно виноват. И особенно страдает от этого сжигающего изнутри желания выплеснуть всю свою злость и гнев, все более отчаяние, обрушившееся на него вместо такого близкого и несостоявшегося счастья. Конечно же, Фабио. Перед могилой Роберты была поставлена скамейка.
чтобы туда могли прийти люди, желающие помянуть славную женщину добром. Но на этой скамейке почти никогда нет места, там все время сидит несчастный Фабио. После смерти жены он перестал по-настоящему жить. Каждый день он приходит на кладбище, чтобы молиться и быть рядом с погибшей возлюбленной. Он приходит туда прямо из пекарни, приносит с собой завтрак, съедает его на могиле. Но, увы, не похоже, что эти часы, которые он проводит в беседах с Робертой, помогают ему. После визита на кладбище опять в пекарню, ночная работа. Он перестает спать, и ситуация начинает ухудшаться катастрофически. Боль все глубже, все тяжелее, все вязче. Она засасывает, как трясина. Он перестает работать, отказывается от своей доли в пекарне, перестает общаться с друзьями и семьей. В его жизни есть только Роберта, только воспоминания о ней, только беседы с нею. Он входит на кладбище рано утром вместе с каменщиками и проводит там весь день, как если бы это было единственное место, где он мог чувствовать себя близко к ней. Он сидит на ее могиле до позднего вечера, пока сторож не выгонит его домой. А потом он просто перелезает через стену кладбища, чтобы быть рядом с ней и ночью, чтобы оставаться рядом с ней всегда, как если бы связь, которая их объединяла, никогда не прерывалась. Надо ли говорить, что все это только углубляет черную дыру в душе Фабио, которая все разрастается, затягивая в себя все, что еще оставалось у него в жизни. И единственное, что еще держит самого Фабио над поверхностью этой черной дыры, этой сосущей и высасывающей трясины, это гнев и жажда мщения. У Фабио крепкая дружная семья, они видят, что мужчина тонет. Видят, как он меняется даже по сравнению с тем, каким он был сразу после гибели жены. Кажется, горюющему вдовцу со временем вовсе не легче. Он становится все более раздражительным, непредсказуемым. Достаточно одного слова, чтобы он взорвался. Он больше не работает, не заботится ни о себе, ни о деньгах, повторяя только, что все это ни к чему не нужно. Единственное, что теперь имеет для него значение, это кладбище. Когда брат предложил ему съездить в расположенный не так далеко столичный Рим, чтобы немного отвлечься, он посмотрел на него с недоверием и обидой. «Ты что, сумасшедший? Если я уеду, с кем тогда останется моя жена?» Единственное, что еще интересует Фабио, это расследование аварии. Оно продолжается, но вдовца не удовлетворяют ни скорость, ни результаты. Возможно, Фабио думает, что после того, что сделал, Итало не заслуживает жизни. Он не замечает одного – Итало уже и не живет. Во всяком случае, жизнью назвать это вряд ли повернется язык. После аварии гнев города полностью обратился на него. Климат ненависти к виновнику невыносим, он буквально пропитал улицы. Итало остался один. Никто не желает и слышать, что парень согласился бы на что угодно, лишь бы повернуть время вспять и не пересечься с тем скутером, на котором ехала Роберта, девушка с лучистой улыбкой. Увы, эта улыбка погасла навсегда и погасил ее, пусть и невольно, Итало. Анджело, его отец, беспомощно наблюдал, как в пропасть, возникшую после происшествия, затягивает и его сына, как он разрушается, раздавленный угрызениями совести, ночными кошмарами и медийной травлей. Итало не мог себе простить того, что сделал, не прощал ему и город, который всей своей мощью ополчился против него. Все показывали на него пальцем, и никакие адвокаты не могли заставить людей увидеть за клеймом убийца просто человека, почти мальчишку, мечтавшего стать пожарным и волонтерившего в гражданской обороне. За несколько дней до Рождества адвокат Итало обнародовал некоторые выявленные экспертами обстоятельства, смягчающие вину парня. В тот злополучный день он ехал со скоростью, соответствующей ограничениям, всего около 20 км в час. Рассказал, что Итало хороший и добрый человек, он всегда активно помогал волонтерам, тяжело переживает свою вину и никогда не забудет трагический момент аварии. А еще адвокат обвиняемого усомнился, что Роберта правильно надела шлем, и это, по его мнению, значительно усугубило последствия аварии. Это заявление заставило подскочить на месте адвокатов Роберты, которые тут же начали перечислять все, что сделал не так виновник аварии. Ну а Фабио просто взорвался в страшном приступе ярости. Он кричал, размахивал руками. Друзья и оказавшиеся рядом знакомые с трудом удерживали его.
Не без основания, опасаясь, что еще секунда, и он бросится на кого-то, полностью потеряв над собой контроль. С этой минуты ко всем страданиям Фабио примешалась еще и тревога. Он боялся, что Итало де Лиза может быть оправдан, и таким образом смерть Роберты останется с его точки зрения без справедливого наказания и отмщения. Гнев – хорошее средство от горя. Тревога, страх и бессилие – плохие советчики. Они ослепляют, не дают видеть реальность такой, как она есть. А ярость дает много сил, чтобы попытаться эту реальность изменить. Изменить, но вслепую. Уже около 10 лет у Фабио было легально полученное разрешение на ношение оружия. Еще до этой трагической истории он ходил стрелять в тир. А после смерти Роберты, еще в сентябре 2016 года, на законных основаниях он купил пистолет 9-го калибра. 1 декабря он переписал на родителей все свое имущество, включая дом, где они жили с Робертой. А еще изменил обложку своей странички в Facebook, использовав кадры с фильма «Гладиатор». Из той самой сцены, где главный герой, Максимус Десимус Меридиус, возвращается с войны домой и обнаруживает, что его жена и ребенок были убиты. Фабио казалось, что именно этот образ и отражает всю глубину его боли и острую потребность устранить несправедливость. Что Массимус, человек, которого предали, такой же, как Фабио, чувствующий себя преданным государственными институтами и медлительной судебной системой. Этот персонаж, движимый потребностью в справедливости и жаждой мести за смерть своей семьи, казалось, отражал переживания Фабио. Многие, читавшие его профиль на Facebook, заметили это изменение и правильно поняли символическую связь с фильмом, где месть становится единственным двигателем жизни, омраченной страшной потерей. Многие восприняли это как сигнал тревоги, но что можно было сделать? А впрочем, того, во что это может вылиться, никто и не предполагал. Фабио продолжал писать на Facebook. Интересно, где справедливость? Отвечаю себе, может быть, ее не существует? Не забываем, боремся, чтобы не было больше другой Роберты. Похоже, он действительно верил, что борется против зла, борется, чтобы сделать мир лучше, а оставшееся от этой борьбы время проводит на кладбище. В рождественские праздники он не был с родителями, с семьей, с друзьями. Он был на могиле Роберты, простояв бесконечные часы на коленях перед могилой своей любимой. Увы, покоя не принесло и это. Мать Фабио ходила по врачам, которые занимались его психическим состоянием после тяжелой потери, и умоляла их о госпитализации. Женщина видела, что состояние сына слишком тяжелое, что ему становится все хуже. Она боялась, чем это может кончиться. Правильно боялась. Прокуратура закончила следствие по делу Итало де Лиза, обвинила его в убийстве, совершенном на автомобиле, и передала материалы в суд. Слушание было назначено на 21 февраля 2017 года, но Фабио не захотел дожидаться этого дня. 1 февраля он пошел решать эту проблему сам. Некоторые психологи говорят, что самый критический момент в переживании горя – это 6-7 месяцев с момента потери. После этого либо человек находит в себе силы двигаться дальше, либо застревает в черном болоте тоски так, что ему нужна помощь. С момента смерти Роберты до рокового 1 февраля прошло ровно 7 месяцев. Как рассказал отец Итало, в тот день его сын, проведший месяцы в заперти, все же решился выйти из дома, подышать воздухом и встретиться с друзьями. Увы, встретился он с Фабио. Тот ждал его на улице у выхода из бара. Они обменялись парой фраз, а потом Фабио вытащил свой пистолет и выстрелил 3 раза в упор, не оставив Итало никаких шансов. Пули попали в живот, шею и ногу, вызвав быструю и жестокую смерть. Он упал в лужу собственной крови, но каким-то чудом не отпустил телефон, по которому в этот момент разговаривал со своим отцом. Несчастный мужчина услышал в трубке последние хрипы своего сына, тщетно цепляющегося за жизнь. Услышал, как они затихли. А Фабио, захватив пистолет, снова отправился на могилу Роберты. Оттуда позвонил другу, рассказал, что случилось. Он хотел и сам отправиться следом за Итало и Робертой, но то ли не решился, то ли не успел. Там, на кладбище, через пару часов его и нашли полицейские.
Итало хоронил весь город. Церковь украсил плакат с надписью «Твоя улыбка останется навсегда в наших сердцах». Плакаты правосудия для Роберто теперь были сняты. А перед баром, где погиб парень, так же, как и на месте смерти Роберты, появились свечи и белые цветы. Его товарищи по гражданской обороне тоже пришли проводить его. Пришли с плакатами «Всегда с нами». На белый гроб, украшенный цветами, легла яркая жилетка волонтера, принадлежавшая Итало. А в конце похорон в небо были выпущены белые шарики в форме сердца с посланиями любви. Город простил Итало ценой его жизни. «Он уже умер, когда умерла женщина, которую он сбил», — объясняет отец убитого. Он боялся выходить из дома, замкнулся в себе. Потом однажды сказал: «Больше не могу, мне нужен воздух». И отправился в этот злополучный бар. Фабио долго не мог понять, что произошло, и его сознание будто спуталось. Когда наконец понял, пришел в ужас. Его адвокаты утверждают, что мужчина искренне и глубоко раскаялся. Так это или нет, ни Итало, ни Роберто уже не вернешь. Прокурор требовал для Фабио пожизненного срока. Суд дал меньше 30 лет. Потом суд второй инстанции учел смягчающие вину обстоятельства, признал, что Фабио на момент преступления находился в состоянии частичного психического расстройства и снизил срок до 20 лет. На этот приговор тоже жаловались, но цифра осталась неизменной. Услышав об этом, мать Итало рассвирепела. Обезумев от ярости, она едва не набросилась на судей. Родственники с трудом удерживали ее. Еще одна ниточка злобы протянулась в будущее. И кто знает, что потащит она за собой. Родители Фабио не нашли в себе сил прийти на похороны Итало. Не смогли посмотреть в глаза родным погибшего от руки их сына. Что ж, старичков, недавно потерявших невестку и не родившегося внука, а следом за ними и сына, вряд ли можно обвинять в малодушии, по-своему они тоже жертвы несчастного случая. Мужество простить и просить прощения достало только отцу Роберто. Он выступил перед людьми, сказав: «Прошу прощения у города от имени Роберто. Фабио очень хороший парень. Не знаю, что на него нашло, Роберто этого не хотела». Фабио в тюрьме чувствует себя очень плохо и до сих пор наблюдается у психолога и духовного наставника. Он понимает, что горе сделало его больным и толкнуло на убийство. Это не просто история несчастного случая. Это история о том, что непрожитое горе, с которым не смогли помочь, само, как несчастный случай, продолжает рушить и губить. Особенно если единственным средством против него кажется ярость. Но ярость и злость не слепая сила природы. Это сила внутри нас, и ее возможно остановить. Да убережет вас судьба и вы сами, и от несчастных случаев, и от неукротимого гнева. Однажды в Италии.